Что происходит, когда меняешь цивилизацию на самое изолированное место на Земле? Я отправилась в Антарктиду, ожидая захватывающих дух видов, но обнаружила там глубокую внутреннюю трансформацию. Это не просто путевые заметки. Это путешествие в неожиданные глубины человеческого духа. Мечты сбываются. Мы на 7-м континенте. Самое интересное, то, что мой канал называется «6 континентов», но при этом я всю жизнь мечтала попасть именно на 7-й континент, в Антарктиду. Дело в том, что в некоторых местах считается, что на Земле континентов 6, и когда я создавала свой канал, я реально так думала. Сейчас я поняла, что Антарктиду в основном все считают 7-м континентом. Название я менять не буду, но я безумно рада, что я сейчас на 7-м континенте, в Антарктиде. В Антарктиде очень строгие правила. Выход доступен только в количестве не более 100 человек, но у нас, слава богу, на корабле чуть поменьше будет. И ходить можно только в определенных местах. И кроме этого, желательно ходить по тем же следам, по которым прошелся человек впереди. Следов уже столько понаделали, что, мне кажется, уже без разницы, где ходить. Ребят, посмотрите, какая красота. У меня просто дар речи пропал. Это настолько красиво. И сейчас я осознаю, что я реально на 7-м континенте. Обалдеть! Экосистема Антарктиды находится в балансе, который нам, людям, нельзя нарушать. Одно случайно упавшее зернышко может изменить равновесие в балансе, что впоследствии приведет к гибели сначала одних животных, а затем по цепочке и остальных. Это практически нетронутая Земля, которой лучше бы такой и оставаться, и нам, людям, нужно к ней относиться с заботой и уважением. В Антарктиде существуют строгие правила поведения. Мы не ходим где попало, мы следуем инструкциям. Нельзя садиться на снег, ложиться на него или ставить какие-либо вещи, например, рюкзаки или штативы. А еще желательно не спотыкаться, но если все-таки вы поскользнетесь, то никто ругать вас за это не будет. Обратите внимание на эти флажки. Гиды для нас специально заранее их расставили, и мы можем ходить только по этим флажкам. Вот где они поставлены, вот я вижу там на горе следующий, туда мы и должны идти. Ни вправо, ни влево нельзя, и стараться не делать каких-то дырок в снегу, чтобы пингвинчики в них не провалились. Если флажки скрещены, то туда, значит, вход воспрещен. Вот флажок, туда идти можно, а вот тут красные флажки, туда ходить нельзя. Наша первая высадка состоялась на аргентинской станции Браун. Сейчас на ней никого нет, но это место все равно интересное колониями пингвинов Дженту, некоторые из которых как раз в данный момент высиживали яйца. Сейчас мы находимся на аргентинской исследовательской станции, которая называется Браун. Сейчас на ней никого нет, но в принципе она рабочая, сюда приходят ученые летом. И с этой станции есть интересная история. Однажды ее охватил пожар. 12 апреля 1984 года эту станцию поджег ее руководитель, а также по совместительству врач, после того, как ему было приказано остаться на зиму. В его планы это не входило, он собирался жениться. В связи с этим он принял решение: нет станции, нет зимовки. Персонал станции был спасен кораблем Hero и доставлен на американскую исследовательскую станцию Палмер, а поджигатель в итоге был осужден и сел в тюрьму. Любовь творит чудеса и иногда глупые поступки. Не делайте так.
we have a humpback whale in front of the iceberg, just in front of the base. I see him. Wow. Nice. This is incredible. Thank you, Björk. Просто невероятный день. Прийти сюда, увидеть толпу пингвинов и еще попасть на китов. Просто у меня голова просто едет. Это настолько круто все. Сегодня я и ступила на 7-й континент и увидела китов вживую, и даже мне удалось их снять. Обалдеть! Вы знаете, что интересно? То, что в Антарктиде погода очень переменчивая. Когда мы ходили на зодиаках, было очень холодно. У меня просто все замерзло. Сейчас я иду и потею. Ну, конечно, из-за того, что физическая нагрузка это тоже не отменяет. Но сейчас нет ветра, и если он есть, то он такой относительно теплый. Поэтому одевайтесь слоями, так, чтобы вы в любой момент могли снять что-нибудь или надеть. Но учтите, когда вы выходите, на вас надевают вот такие вот жилеты. И с ними вы должны гулять всю прогулку, вы от них никуда не денетесь. Поэтому, если хотите выглядеть поэстетичнее, выбирайте красную куртку или что-нибудь, что сочетается с красным. Но снять вам их здесь не дадут. Мы и в зодиаках в них, но это понятно, и на всех прогулках тоже гуляем в них. Друзья, я думаю, пришло время показать, как мы тут одеваемся в Антарктиде. У некоторых блогеров я видела, что они одеваются почему-то невероятно тепло. Но я покажу вам свой вариант, в котором мне максимально комфортно находиться здесь. На мне сейчас надета термокофта, это прям база. И на ногах обычные леггинсы. Здесь у меня носки, теплые носки, это важно. Дальше я надеваю штаны, обычные лыжные штаны. Но самое главное, чтобы они были водонепроницаемые. Это самое главное условие, потому что вас может окатить водой так, что мало не покажется. Изощряемся как можем, у нас очень маленькая каюта. Сейчас я вам покажу, как еще нужно надевать правильно обувь. Обувь нам, если что, выдавали, свою брать не приходилось. Итак, я надеюсь, вы видите сейчас мои ноги, это самое главное. Вставляем ногу в сапог. И у штанов у лыжных есть два слоя. Вот этот вот нижний слой вам нужно заправить в сапог. Вы его заправляете, чтобы он был внутри сапога. А верхний слой на сапог. И тогда вы можете выходить из зодиака и не бояться, что промокнете. Даже если вы зайдете по колено в воду, вы останетесь сухими. Сверху можно надеть еще один слой, потому что одеваться слоями – это тоже одно из условий. Я не люблю одеваться слишком прям тепло, поэтому у меня обычно либо флисовая жилетка, либо такая же, но стеганая такая, типа курточки, но без рукавов. Вот так вот я одеваюсь до того, как надену куртку. Обязательно берите какой-нибудь шарфик. Вот это удобный вариант. Он не обязательно должен быть теплый, но главное, чтобы шея была закрыта. Дальше я надеваю лыжную куртку. Она не должна быть какая-то там сверхтеплая, хотя моя куртка выдерживает по описанию до минус 20 градусов, но она не тяжелая, это не пуховик. И опять-таки основное условие, чтобы она была непромокаемая и желательно, чтобы была ветрозащита, потому что в Антарктиде бывает ветрено. И мне остается надеть только шапку и перчатки. Шапку можете выбрать любую, лишь бы вам было в ней тепло, особенно если будет дуть сильный ветер. Что касается перчаток, вы сейчас удивитесь, я взяла 3 пары перчаток. Одни с особой термозащитой, но тоненькие, одни настоящие лыжные перчатки и вот эта вот 3-я пара. И как вы думаете, какие я чаще всего надевала? Вот эти. Потому что, когда вы фотографируете что-либо, очень неудобно в лыжных перчатках это делать. А я фоткала и снимала постоянно. Поэтому чаще всего я вообще ходила вот так вот, без перчаток. Но если у меня начинали руки мерзнуть, я просто надевала эти перчатки, согревалась и потом снова продолжала снимать. Вот так вот одеваемся в Антарктиде. Еще один совет по обуви. Берите на всякий случай обувь на размер больше, потому что, во-первых, после перелета у вас могут затечь ноги и немножко распухнуть. Во-вторых,
Если вы надеваете носок, то вам уже нужно больше пространства. Ну и есть такая категория людей, которые зачем-то надевают 2 пары носков, я не знаю зачем, правда. Но если вы из такой категории людей, тогда, может быть, вам сапоги даже на 2 размера больше надо брать. Сами по себе сапоги ощущаются как будто компрессионно, они такие прям очень плотно прилегают к ноге. И когда мне дали на размер больше, я прям почувствовала, что да, вот это вот правильный размер. Так что имейте это в виду. Overlook the glacier. This is very active glacier. Всем привет! Сегодня новый день, и сегодня у нас первая вылазка, которая на землю, которая называется Neko Harbor. Погода сегодня хорошая, мне даже немножечко жарковато, но говорят, что это только на первый момент, потом может стать прохладнее. Посмотрим. Гавань Неко – это бухта антарктического полуострова, расположенная на западном побережье земли Грэма. Гавань Неко была открыта бельгийским исследователем Андриеном де Герлашем в начале 20 века. Она получила свое название в честь шотландского китобойного судна «Неко». Приплыла группа туристов, пингвинам тоже интересно, они подошли, собрались, сначала посмотрели, кто это такие, что за гости к нам пришли. Вот, этому интересно, что тут происходит. Ой, смотрите, выходит из воды компания. О, какая милота, я не могу просто. Только сошли с зодиаков, я уже просто в щенячьем восторге. Милота. Неко Харбор классифицирован организацией BirdLife International как важная территория для птиц, поскольку здесь обитает более 250 гнездящихся пар пингвинов дженту. Здесь также гнездятся южные гигантские буревестники и южнополярные поморники. А также здесь можно встретить тюленей Уэддела, которые часто выходят на берег для отдыха. Именно здесь мне удалось ближе всего увидеть пингвинов, и это произвело на меня огромное впечатление. По этой дорожке ходят пингвины, поэтому там нам ходить нельзя. О, смотрите, какая троица бежит. Ну, не милота ли? А мы будем подниматься вот по этой тропе. Тут нет пингвинов, тут люди. Вот так вот в горы мы все потихонечку поднимаемся. Нам выдали вот такие вот палочки. И это место, запомните, называется Neko Harbor. Мы должны были сюда вчера прийти, но вчера погода не позволяла. У нас сейчас идеальная погода. Нам сказали, что 34 градуса по Фаренгейту, и ветра нет вообще. Падает легкий снежок. В общем, все очень круто, но мне жарко. Нам сказали, что если мы думаем, что нам с погодой повезло, то это нам повезло с навигатором, потому что наш навигатор работает так, что он ищет подходящие вот эти вот окна, куда можно пришвартоваться, ну не пришвартоваться, мы не швартуемся. Мы даже на якоре, кстати, не стоим, мы дрейфуем. В общем, где можно встать, в какой гавани, в какое время, чтобы попасть на хорошую погоду, потому что погода в Антарктиде очень-очень переменчива. Вот сейчас может быть ясно, солнышко и вообще нет ветра, а через полчаса уже такое что-то похожее на шторм. Так, чтобы вы понимали, на какой высоте мы находимся. И вот здесь вот лежит вот такая вот рыбешка. Как она тут оказалась? Скорее всего, пингвинчики принесли. В чем заключается сложность съемки в Антарктиде? Вам нельзя садиться, ложиться, ставить какие-либо вещи на землю, на снег. Кроме того, у вас все время заняты руки. То есть тут у меня палочка, тут у меня селфи-палочка. Еще периодически я меняю это все на фотокамеру, которая у меня вот тут вот в подвесной сумке висит.
И получается, у вас, в принципе, нет места. Рюкзак ставить на землю тоже нельзя. Кроме этого, у вас еще висит на вас этот тяжелый жилет, поэтому приходится кое-как маневрировать. Но это все намного сильно усложняет съемку, в отличие от каких-то обычных, других 6 континентов. Зато какой восторг и какая тут красота. Ставьте лайк, если вам тоже нравится. Каждый раз, когда мы заходим обратно на судно после материка, мы должны дезинфицировать свои сапоги. Сначала в растворе, а потом еще вон туда становиться, вот на такую штучку. Еще на судне повсюду стоят такие вот диспенсеры с санитайзером. Здесь очень серьезно относятся к дезинфекции. Нам даже специально сказали в самом начале, что после туалета всегда мойте руки. Это как бы в детском саду детям всем говорим. Мойте перед едой руки, после улицы. Короче, тут прям реально все очень серьезно с гигиеной. На судне есть еще одно развлечение, совершенно бесплатное. Это прыгать прямо в воды Антарктиды. Самые смелые делают это, я решила просто понаблюдать, потому что, честно говоря, мне уже хватает холода и экстрима. Вот. Но это интересно будет посмотреть, как делают это другие. А вы бы прыгнули в воду? Ребята готовят лестницу уже, чтобы по ней можно было вылезать смельчакам. А здесь уже собралась толпа зевак. Те, кто не такой смелый, но хочет на это посмотреть, как и я. Ребят, чтобы вы не понимали, там сейчас температура воды где-то плюс 2 градуса, нам сказали. Но это только для смелых.